Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом выпуске кыргызского народа Манате. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта сказителя Манасчи Сагынбаева-Разбакова написан пятитомный роман «Манас в прозе» на кыргызском языке. Вот они, эти книги перед вами. Я все эти книги провел через экспертизу Академии образования при Министерстве образования Кыргызской Республики. И все они в настоящее время включены в школьную программу по кыргызской литературе в качестве дополнительного учебного материала при изучении эпоса Манас. Для того, чтобы школьникам было легче изучить эпос Манас, я также разработал рабочие тетради для 8 и 11 классов, и они также решением ученого совета Академии образования включены в школьную программу. В настоящее время мною проводится работа над второй частью трилогии эпоса Манас Тимитея. Мною закончен первый том данного произведения. Сейчас идет работа над вторым томом. Чтобы еще больше популяризировать наш знаменитый эпос, я свой пятитомный роман «Манас» полностью перевел на русский язык. И оба этих варианта выставлены для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. Кто хочет, тот может приобрести там указанные мои произведения. Кроме этого, я уже в течение нескольких месяцев выпускаю видеоролики на кыргызском и русском языках, где рассказываю об эпосе Манас и читаю отрывки из своих произведений. Надо отметить, что мои видеоролики на русском языке сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это значит, что теперь наш эпос любой человек нашей земли может посмотреть на своем родном языке или языке наиболее понятном ему. Поэтому у меня к вам просьба. Сообщите об этих наших видеороликах своим близким, друзьям, знакомым, родственникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. Тем самым вы внесете свой посильный вклад в дело распространения эпоса Манас. Но это все, что я хотел вкратце сказать вам об эпосе Манас. Ну а теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Этот приказ был исполнен. Жаку показали около 600 местных красавиц, но ни одна из них не удовлетворила его. Это чрезвычайно разозлило народ Бухара. Что за спесивый, невежественный человек пришел к нам? И если ему не понравилась ни одна из наших девушек, начали возмущаться таджики. Услышав эти разговоры, Жак расстроился. На старости лет сын здорово меня промучил. Огорченно подумал старик. Чтобы найти невесту для него, я повсюду искал хорошую девушку. Зрядно промучился, как собака. К тому же разозлил всех людей. Опечаленный старик отправился из Бухара в город Кейп. Доехав до него, очень уставший от долгой дороги, Жакоб вызвал себе городского главу Алима.
дав ему 2 джамбы, он спросил у него о местных девушках. Глава почесывает чернобородый подбородок и надолго призадумался. Уважаемый Жак, задумчиво сказал Алим-Сеид, у нас есть одна хорошая, достойная особа твоего сына. Может, посмотришь на нее? Ты согласен? Обрадовался. А кто эта девушка? С каких мест? Чья дочь? Расскажи мне об этом поподробнее, не упуская ничего, Алим. Нет ничего проще. Слушай мои слова. Отец девушки Атемир, хан 30 городов. Ее зовут Санирабигам. Она очень высокомерная девушка. Ей прислуживает 40 девушек, и она не признает никого из парней. О, удивился Жак. Очень трудно угодить, Санирабига. Вы, оказывается, столько времени находитесь в пути. Вам не понравилась ни одна девушка. Но если вам Санирабига придется по вкусу, как вы заберете ее? Ну, как я могу забрать Санирабигу? Рассмеялся Жак. Возьму ее, как и другие люди, сосватавшись к этому миру, соблюдением всех традиций и обычаев. Мало юноши, пытаясь жениться на Санирабиге, услышав о ее выкупе, сбежали отсюда без оглядки. Сомнением покачал головой Алим. Если к ней не сосватается какой-нибудь хан, никто другой не в состоянии тягаться с ней. Услышав эти слова, Жак обрадовался, но, с другой стороны, он пришел в уныние. Кажется, я нашел подходящую невесту, подумал про себя старик. По словам Алима, Санирабига привлекательная, обаятельная, красивая, умная девушка. К тому же она дочка не бедняка, не богача, а хана. Значит, она должна нравиться моему сыну. Но Алим пугает меня тем, что если она мне понравится, я не смогу забрать эту девицу. Оказывается, отец запрашивает за нее очень большой калым. По-моему, он не хочет отдавать дочку никому. Поэтому использует этот способ и распугивает всех. Что теперь делать? Пойти к этому миру? Или по-доброму, по-здоровому убраться отсюда? Поискать подходящих девушек в других краях? Постукивая по сапогам плетью, Жакоб ненадолго призадумался и решил рискнуть. Нет, подумал старик, я потратил столько времени и сил. Надо сходить, посмотреть на Саню. Погляжу, какая она. Если сейчас уйду, не проведав ее, возможно, я не встречу больше такую девушку. Пока вернусь обратно, кто-нибудь может увезти Санирабигу. И тогда мне точно не сдобровать. Если не женю его на хорошей девушке, Манас не оставит меня в покое. Он снова и снова будет просить найти жену, в конец застанет меня. Так что надо сходить к Санирабиге, послушать слова ее отца. Если Атемир попросит большой выкуп, сообщу об этом Манасу. Он обещал оплатить все расходы. Если сын захочет, пусть выплатит калом и покажет свои силы. Если он не сумеет этого сделать, я здесь буду ни при чем. И Манас не сможет больше ко мне приставать.
Ты прав, с улыбкой ответил Жак Алиму, который с нетерпением ожидал его ответа. Возможно, я не сумею забрать Саню, но ты сначала покажи мне ее. После этого я решу, что делать дальше. Я согласен. Алим собрал 10 друзей, поделил между ними деньги, данные стариком, и повел его во дворец от эмира. Дойдя до сада Сани-Рабиги, расположенного на окраине города, Алим оставил всех. Он тайком отвел Жакопа на берег маленькой речушки, на небольшую площадку, которую Атимир специально устроил для отдыха дочери. Эта речушка заканчивалась крохотным овозом, небольшим искусственным водоемом. Вокруг него рос густой лес, состоявший из яблоневых, орехов, алычевых деревьев и виноградников. Испуганно озираясь по сторонам, Алим обратился к Жаку. Надо спрятаться, не показываться никому на глаза, шепотом сказал он. Сейчас сюда на отдых придет Сани-Рабига с подружками. Согласно кивнув головой, Жаков вместе с Алимом вошел в густые заросли, лег на землю и неподвижно замер. Через час, шурша юбками с развивающимися рукавами, на берег реки пришла Сани-Рабига с подругами. Девушка огласили все вокруг громким смехом, шумом, гамом. Нахваливая лесные фрукты, они начали срывать их с наслаждением кушать. Жаков, лежа среди зарослей, прикрываясь камышами, вытаращив глаза, смотрел на девушек. В это время близко к нему подошли Аруке и Сани-Рабига. Протянув руки к дереву под названием кока, девушки попытались сорвать его плоды, но не смогли дотянуться до них, как ни старались. Их подруги с песней ушли дальше, вглубь леса, соблазнительно покачивая бедрами. А Руке и Сани-Рабига, не обращая на них внимания, остались на месте и упорно старались сорвать коку. В это время Жаков ясно разглядел Сани-Рабигу. Пристально взглянув на нее, старик увидел, что 16-летняя девушка обладает мягким голосом и приятными манерами. У нее были густые черные волосы, изогнутые черные брови, осиная талия, и вообще она была очаровательной девушкой. Приложив немало усилий, девушки, наконец, сбили один из фруктов, разделили пополам и съели его. Когда они стали расхаживать взад вперед, Жак понял, ни одна из девушек по красоте не годится и в подметке Сани. Обрадованный этим обстоятельством, старик начал оценивать ее. Если я сообщу о Сани-Рабиге, она согласится жениться на ней, подумал. Но тогда у меня прибавит еще больше хлопот. У этой девушки узкий затылок, поэтому она не сможет забеременеть, пока не окрепнет и не достигнет зрелого возраста. Если суждено стать матерью, она родит только одного ребенка. Помрачив от своего открытия, Жаков горестно покачал головой, продолжил оценивать Сани-Рабигу. Эта девушка, видать, будет гостеприимной, сделал старик. Но если она потеряет своего суженого, станет плаксивой бабой, о чем свидетельствуют ее длинные ресницы и ясные глаза. О том, что Сани-Рабига очень добрая и мудрая, можно догадаться по ее лицу.
Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.